Здравствуйте, дамы и господа. Нумерологический прогноз на 2023 год. Каждый год имеет свои вибрации чисел, и в зависимости от этого свою энергетику, свои задачи. Число 2023 года 7, окутано тайнами и загадками. Это абсолютное число, которое правит материальным миром. Что это нам принесет? Число года 7 приводит к замедлению активности. Мы больше думаем, меньше говорим и еще меньше делаем. На первый план выходят ментальные процессы, аналитическая деятельность, вопросы духовного развития, творчество, поиск истины, самопознания. В этот год могут происходить события, которые человек не в состоянии понять, но его пытливый ум будет искать ответы. Мир человека становится необъятным, повышается интерес к вопросам религии, философии, мироздания, эзотерики. Все больше индивидуума волнует смысл жизни, его место в глобальном мире. Мы становимся более суеверными, верим в удачу, в судьбу, в провидение. Под таким влиянием многие, даже прагматичные люди, могут уходить в мир грез, иллюзий. Все это приводит к глобальной переоценке ценностей и требует немало свободного времени. Круг общения сужается, некоторые остро нуждаются в уединении, но это даже к лучшему. Качество общения доминирует над количеством контактов. Интуитивно мы тянемся к людям мудрым, знающим, разъясняющим. Поэтому этот год дарит знакомство с интересными людьми. Число года 7 – это золотое время для творческих людей, для людей ищущих, для образования, самообразования, для раскрытия талантов и способностей, для духовной перезагрузки. Путь может быть нелегким, но дорогу осилит идущий, как говорят. Самореализация того стоит. Негативные проявления в этот год – это увлечение ложными идеалами, ленность, большие надежды на случай, так называемую судьбу, стремление к уединению, которое может привести к одиночеству. Однако не нужно себя подгонять и жить в жестком графике. Это пауза, размеренный темп необходимый как воздух. Число года 7 – это своего рода передышка перед напряженным и эффективным следующим годом. Это непростой год для несдержанных, импульсивных людей. Они чувствуют себя не в своей тарелке. Рассмотрим числовой ряд 2023 года. Вибрация двух двоек дает нерешительность, сомнения, необходимость в поддержке единомышленников и близких людей. По этой причине для закрытых людей 2023 год – это период сложных испытаний и топтания на месте. Тройка – это стимул и желание получить промежуточный результат в любом начинании. Это радость и счастье, это общество приятных людей. Это самовыражение, которое находит отклик, это оптимизм, созидательные планы на будущее. 0 – это свободная энергия, требующая проработок. У пассивных людей, как правило, заполняется негативом и деструктивом. Для активных, деятельных и творческих людей это дополнительный резерв, источник силы и вдохновения. Давайте рассмотрим влияние 2023 года на разные сферы жизни. Обучение. Сфера обучения. Любого рода, независимо от возраста ученика и сферы знаний, дается легко и приносит удовольствие. Любые знания, полученные в 2023 году, окажутся полезными и принесут прибыль, некоторым, правда, уже в следующем году. Студенты вузов могут пересмотреть взгляды на профессию, которой обучаются. Поэтому кто-то будет учиться усерднее и даже задумается о дополнительном образовании. Они заинтересованные могут пустить все на самотек, либо прервать процесс обучения. Сфера работы и занятости. Возникает огромное желание пересмотреть свою деятельность с целью определить, что мне дает работа, насколько плоды моего труда полезны, кому, стоит ли она затраченных усилий. Поэтому многие будут готовы к переменам в этой сфере. Число года 7 – это фокус на социально значимые профессии, на научную деятельность, на творчество. Люди этих профессий как бы выходят из тени, получают заслуженное уважение. Тем, кто в поиске работы, отчасти будет непросто ее найти. Моральные и духовные аспекты преобладают над материальным. Интересует атмосфера в коллективе, условия труда, возможность развиваться, график, время на дорогу, и так далее.
Хороший год для удаленной работы и монетизации своего хобби. Сфера финансов. 2023 год нельзя назвать финансово успешным. Роль денег несколько нивелирует. Они еще легче уходят, чем приходят. Однако это хорошее время для приобретения недвижимости. Рисковые проекты и длительные инвестиции лучше оставить для 2024 года. Основа периода – это планирование и нерасточительность. Дополнительные источники дохода – это творчество, хобби, любые навыки, сфера интересов. Сфера личной жизни. Для тех, кто в серьезных отношениях, для семей, несколько угасает страсть. Некоторые будут отмечать отдаление между партнерами. Это вызвано взаимной потребностью увеличить личное пространство и больше времени уделять себе. Здоровые отношения этот период переносят легко. Трудные отношения могут не выдержать испытания. Нужно понимать, что отстраненность и уединение – это естественно для числа года 7. Конфликтовать по этому поводу не стоит. Остро возникает вопрос деторождения, особенно если речь идет о втором или третьем ребенке. Инициатором выступает женщина, но при этом сильно сомневается и нуждается в поддержке, одобрении партнера. Для тех, кто в поиске, число года 7 может подарить судьбоносную встречу. Причем это может произойти совершенно неожиданно и даже возможно при необычных обстоятельствах. Знакомство в интернете, отношения на расстоянии, группы по интересам, служебные романы – все это может обернуться серьезными отношениями и даже браком. Основа для брака в этом году – духовная близость, так называемые родственные души. Мы рассмотрели общее влияние 2023 года, но на каждого из нас действует число персонального года. Рассчитать его очень просто. К числу и месяцу рождения добавляем число года 7. Полученный результат редуцируем от числа от 1 до 9. Мы рассмотрим на примере. День рождения, допустим, 19 ноября. Необходимо сложить все цифры. 1 плюс 9 плюс 1 плюс 1 равно 12. 1 плюс 2 равно 3. К полученному результату добавляем число 7, получается 3 плюс 7 равно 10. 1 плюс 0 равно 1. Это и есть число вашего персонального года. Итак, персональные годы. Число персонального года 1. Начало 9-летнего цикла. Год творчества и новых целей. Желательно иметь план на этот год, так как все, что придет к вам в этот период, останется с вами надолго, как минимум на 7-9 лет. Год радости и активности, независимо от чужого мнения. Здоровый эгоизм не повредит. Год запоминается событиями, в которых человек становится центром внимания. Это время обновления во всем. Если не нарушить законы мироздания и не идти на сделки с совестью, то создается ощущение, что вас ведет сама судьба. Число персонального года 2. Год нестабильный, двойственный, год эмоций, иллюзий, сомнений, обмана. Легко попасть под чужое влияние. Год не подходит для крупных приобретений и начала серьезных дел. Не пытайтесь ускорить процесс и заработать все деньги, вряд ли это у вас получится. Однако это хороший период для личной жизни, для налаживания уже существующих контактов в любой сфере. Год обретения друзей, партнерства и любви. Счастье приходит с пониманием, что вы любимы и важны для близких. Жизнь наполняют простые ситуации, семейные заботы, быт, друзья. Однако ваше окружение может быть не всегда дружелюбным. Возможны удары близкими людьми по самому больному. Обиды на родственников – это хороший год для брака, если вы познакомились ранее. Число персонального года 3. Период, насыщенный событиями. Год самовыражения, самоутверждения и активности. Возможны резкие перемены во всех сферах жизни. Сложно избежать конфликтов и рисковых ситуаций. Вы – комок энергии, который желает успеть все и везде. Много контактов, знакомств, но не все они эффективны. Главное – не отвлекаться по мелочам, ибо конец года может огорчить. Число персонального года 4. Гармоничный год. Цель этого года – стабильность и покой.
Достигается это упорным трудом и терпением, порядком во всем и практичностью. Возможны большие запланированные расходы, год исправления ошибок, коммерческих проектов и заботы о здоровье. Высока вероятность полезных знакомств, выгодных приобретений. Непонимание в общении с братьями, сестрами или соседями может быть. Возможно, близкие вас попросят в долг, и вы не сможете им отказать. Число персонального года 5. Открываются новые возможности. Оправдан риск, повышение статуса, благополучия, благосостояния. Вероятен переход на новую работу. Также возможно освоение новой профессии или деятельности. Активный, интересный период, новые проекты, много деловых поездок, путешествий, знакомств. Число персонального года 6. На первом месте это дом, семья, служение другим, гармония и любовь. Окружающие отвечают взаимностью, а вам большего и не надо. Желание уюта и комфорта приведут к необходимости сделать косметический ремонт, переставить мебель, облагородить придомовую территорию. Спокойный, комфортный период, есть время для отдыха. Если возникает ситуация выбора между семьей и карьерой, конечно же, определенно победит семья. При этом период финансово успешный и удачливый, хороший год для брака. Число персонального года 7. Все, что было ранее сказано о числе года 7, на вас действует с удвоенной силой. Девиз года – слово серебро, молчание золото. Проверка на прочность, необходимость жертвовать, ограничения, но полная ясность и идеальный порядок в жизни. Преобладание желания учиться, творить и развиваться. Показаны уединение, поездки к местам силы и с целью оздоровления. Число персонального года 8. Материальная независимость и хорошее положение в обществе. Год, когда мечта может стать просто планом и будет исполнена. Год достижений, удачи, преображения, больших целей и большой ответственности. Доминирует тема финансов. Крупные приобретения, инвестиции чередуются с большими доходами. Возможны непредвиденные кризисные ситуации, которые станут для вас трамплином. Перемены в работе и даже профессии, амбиции, смена круга интересов. Эмоциональность, сентиментальность – это не о вас. На друзей и романтику не хватает ни времени, ни сил. В таком ритме легко переоценить свои возможности и подорвать здоровье. Всех денег не заработать, поэтому не перенапрягайтесь и уделяйте внимание здоровью. Число персонального года 9. Завершение 9-летнего цикла. Время подведения итогов, завершение дел и планирование следующего периода уже. Все изжившее должно уйти из вашей жизни. Начинания возможны только в том случае, если успеете завершить их в этом же году. Год больших возможностей и перспектив, но предстоит борьба за их реализацию. В этот год назревают кризисы в отношениях, возможны предательства, разрывы, расставания, разочарования и финансовые убытки. Научитесь прощать, иначе обычная ссора может стать окончательным разрывом. Благородные порывы, милосердие, отзывчивость, бескорыстие будут вознаграждены свыше. Здоровье требует особого внимания. Желаю вам мирного, благополучного и счастливого 2023 года.